у меня сегодня радостные новости. Сегодня мне позвонили с салона и сказали, что моя машина пришла. Идем забирать. Ждала я ее более 2 месяцев, поэтому сегодня у меня один из радостных дней. Приходим в ближайший салон. Если вы покупаете машину в кредит, то минимальная ставка для иностранцев от 4,5%, для местных от 2,5%. Плюсы покупки наличными: вы можете получить скидку до $500, если откроете кредитную карту от Hyundai, и плюс получить кэшбэк от 1 до 1,5% от стоимости машины. Рассматриваем каталог с ценами на комплектации и дополнительные опции. Я выбираю комплектацию Calligraphy и дополнительные опции, как полный привод, люк и лайфстайл. Цены на Palisade базовые комплектации начинаются от 35 тысяч, Calligraphy от 45 тысяч $. Плюсы покупки в салоне – это многочисленные подарки, такие как коврики, тонировка, видеорегистратор, подушки под подголовник, кейс на ключи и много чего еще. Перед выдачей авто машину загоняют на тонировку и установку видеорегистратора. В этот же день оформляем машину и получаем новый номер. Наконец-то, спустя 2 месяца я получила свой Palisade Calligraphy, и сегодня у нас распаковка этого авто. Данный автомобиль по размеру является одним из самых больших в своем классе, выпускаемый в Корее, и имеет огромную популярность среди местного населения. Очереди длятся от 2 до 3 месяцев. Palisade выпускается с 2018 года и выпускает его вместо Hyundai Santa Fe Prime. На данный момент это последняя модель в линейке паркетников у Hyundai. Отличие этой комплектации от прежнего Prestige и Exclusive в измененной радиаторной решетке и нижнем бампере. На радиаторной решетке изменения коснулись отделки пластиковых вставок. А если вы посмотрите, они выглядят в виде треугольников, похожие на бриллиантики. Также внешне видны закрашиваемые пластиковые вставки, типа как на BMW и Mercedes. Измененная задняя вставка под глушитель. Более удлиненный стоп-сигнал. Здесь установлены уже 20-дюймовые диски с оригинальным рисунком, похожим на письменность, как и само название комплектации Calligraphy. Итак, после того, как мы разобрались с внешними характеристиками, рассмотрим, что у нас под капотом. Под капотом у нас двигатель 4-рядный 2.2 дизель с 202 лошадиными силами и 440 ньютон на метр. Также доступен к заказу бензиновый двигатель V6
3,8 с 295 лошадиными силами и 355 ньютон на метр. Спереди у нас установлена подвеска Макферсон, а сзади многорычажная со стабилизаторами поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами. Коробка 8-ступенчатый автомат. Двери у нас большие и тяжелые. Радует то, что производитель позаботился о закрытии нижнего порога, что спасает от загрязнения одежды при посадке или выходе из машины. Багажник можно открыть с помощью ключа, нажав на кнопку. Таким способом можно и закрыть его. Или достаточно постоять 3 секунды с ключом в кармане перед багажником, и он откроется сам. Багажник у нас при открытом третьем ряде очень даже неплох. При складывании третьего ряда объем увеличивается 1200 литров, а при складывании второго ряда объем уже составит 2447 литров. Также имеется дополнительное пространство под багажником, куда вы можете сложить все вещи, которые нужно. Что мы имеем здесь? У нас регулируется сиденье второго ряда. Они, к сожалению, только опускаются. Поднимать нужно будет уже рукой. И также кнопки третьего ряда опускать, поднимать. Все можно за счет кнопок. Также у нас имеется розетка 12-вольтовая. Поднимаются сиденья заднего ряда, то есть третьего ряда, таким способом. Подушки уже поднимаете рукой. Для того, чтобы нам пройти на третий ряд, мы нажимаем вот эту кнопочку. Вот она здесь стоит. Или вот эту кнопочку. Вот так можно сесть здесь. Не так уж и тесно здесь, учитывая то, что расположено вот этот второй ряд у нас. Место еще есть между ногами. На третьем ряду регулировка задней спинки, зарядка для USB, 2 подстаканника. Также для третьего ряда доступна регулировка климат-контроля. Это у нас очень удобный, просторный. Видите, большое расстояние между ног. Также у нас есть приборка настраивания температуры, подогрев сидений, вентиляция. Все это могут сделать пассажиры сами. Также у нас есть тут же опять-таки розетка и 220-вольтовая. На сиденьях первого ряда имеется также вот USB-розетка. Для пассажиров второго ряда на двери расположена кнопка открывания окон, 2 подстаканника и шторка. Итак, мы в салоне. Салон у нас обтянут кожей Напа. Кожа обтянута у нас на сиденьях, на боковых дверях, подлокотник. Также на передней панели. В потолке у нас материал похожий на мягкий замш, придает премиальность автомобилю. В козырьке на водительском и пассажирском сидении встроены большие зеркала, и что замечательно, не нужно постоянно их включать или выключать. То есть вам достаточно вот так только приоткрыть шторку на зеркалах. Маленькая деталь, но все же радует. А самое главное, удобно. Руль у нас также обтянут кожей. В зоне держания руля обтянуты перфорированной кожей. Она очень приятная на ощупь. Кожа отдает
матовым цветом. На руле у нас куча кнопок. Тут у нас управление голосом, то есть можно управлять голосом, например, включить музыку, включить печку и так далее. Но работает данная функция пока только на корейском языке. Имеется управление мультимедией, настройка громкости и переключение треков. Кнопка для телефона, то есть принимать и отключать звонки. Справа у нас управление настройками, бортовым компьютером и управление круиз-контролем. Также имеются подрулевые лепестки, слева управление фонарями, справа управление дворниками. Достаточно все поставить на авто, и вам не нужно постоянно их переключать, за исключением поворотников. Покажем вам работу адаптивного круиз-контроля. Вставляем скорость и расстояние за впереди идущим автомобилем, и машина сама едет и подруливает. Тут у нас кнопка старт-стоп. В главной приборной панели у нас разделены 3 зоны. Зона управления мультимедией, зона климат-контроля и зона управления автомобилем. Здесь у нас расположен вот такой вот бокс. Здесь зарядка для телефона беспроводная, USB розетка. Также у нас подстаканники. Вот таким вот способом. Закрыть можно их вот таким вот способом, нажав вот направление этой стрелки. Управление мультимедией у нас оформлено в виде алюминиевых клавиш в стиле Mercedes. Очень приятная на ощупь. Посередине установлена аварийная кнопка, что я считаю очень удобно. Климат-контроль у нас трехзонный. Можно разделить пассажирское, водительское место и для пассажиров на заднем ряду. Можно установить настройки по их предпочтению. Здесь у нас вместо привычного рычага переключения скорости передач установлены кнопки. Первое время непривычно, но очень быстро становятся удобными вместо большой кочерги. За счет этого сумели сэкономить место, что способствовало дополнительной нише под панель. С правой стороны у нас автохолд позволяет вам на светофоре не держать ногу на тормозе постоянно. Достаточно просто остановиться и отпустить ногу с тормоза. Машина будет стоять на месте, пока не нажмешь на газ. Доступны 3 основных варианта. То есть комфорт, эко, экономный, спорт и умный. 4-й вариант подстраивает ваш темп езды от экономичного до комфортного. Нажав на середину, вы можете настроить в зависимости от условий дороги. Вы можете менять по своему усмотрению, то есть это у нас экономичный, это у нас спорт, переключается на такой красненький стильный цвет. Это у нас смарт, то есть умный. Он подстраивается под ваш темп езды, скоростной либо экономичный. И, естественно, комфорт. Справа от шайбы у нас помощь при спуске горы, датчик парковки, автоматическая кнопка выключения двигателя на светофорах. Снизу у нас вентиляция сидений, подогрев сидений, подогрев руля и также подогрев сидений пассажирского сидения и вентиляция пассажирского сидения. Еще одна крутая штучка данной модели — это вот такая печатка. Появляется она ночью или в ночное время, что делает еще более эксклюзивнее. Фишкой данной модели является ночная подсветка.
Это вот линия, которая проходит под основной панелью. Также подсветка для ног. Данную подсветку также можно изменять под любое предпочтение на ваш вкус. То есть предлагается масса вариантов. Вы выбираете понравившийся. Здесь есть автоматический дальний свет, то есть вам не нужно будет его включать и выключать постоянно. Вы один раз установили его, данный режим, и все. И он у вас будет уже подключаться сам.